Каждый раз, когда в украинских городах звучит сирена, Сховайтесь в укриття в підвал, будь ласка. многие жители заходят в специализированные телеграм-каналы, чтобы узнать точную причину воздушной тревоги. Сообщения там короткие и емкие. Например, угроза баллистики из Крыма. Или шахет над Гомелем, Беларусь. Наполовину я білоруська. Я не можу зрозуміти, як це так може бути. А вот уведомление о том, что с аэродрома Ахтубинск взлетели 3 Су-34, угроза КАБ. КАБы — это часто старые советские корректируемые авиабомбы, которые после запуска планируют к цели как бумажные самолетики и наводятся на цель при помощи спутника. В прошлом году российские инженеры научились существенно увеличивать дистанцию, с которой их можно запускать. Россия уже наладила массовое производство этих боеприпасов, и в апреле этого года, по словам Владимира Зеленского, российские ВКС сбросили на Украину больше 3000 управляемых авиабомб. Чтобы управлять полетом, этим КАБам нужны мозги, которые делаются из западных микросхем. Как же Россия их получает, несмотря на западные санкции, которые должны были ее в этом ограничить? Многие наши коллеги-расследователи уже доказывали, что микросхемы продолжают попадать в РФ, несмотря на блокировку Запада. Но нам удалось раскопать новую информацию. Мы выяснили, какую роль в этих поставках играют компании, связанные с кошельками Александра Лукашенко, и другие игроки, которые до сих пор оставались неизвестными. Мы покажем, как эти схемы помогают обходить санкции и снабжать российские ракеты и беспилотники. Начинаем. Да, і зараз їх роями пускають. І вони дешевші набагато за ракети. Так, дешевші. Этот беспилотник «Шахет-136» осенью 2022 года аккуратно сбили, а потом вытащили из моря украинские военные. Збитий був 13 жовтня в районі Одеси. Летить 1500 кілометрів. Час польоту може перебувати в повітрі 8-9 годин, бойова частина 40 кілограм. Летить на висоті до 4 кілометрів. 2 года назад Россия только начинала использовать в войне дроны камикадзе, в основном иранского производства. То, что этот шахет остался практически невредимым, позволило главному управлению разведки Украины разобрать его на детали и констатировать факт. В беспилотнике компоненты западного производства. Меньше чем через год появилась и российская версия шахеда. Она получила название «Герань-2». Є конкретно з літерою К. Шахеди – це вже російської зборки. Стоїть сильна бойова частина, тому от такі вибухи, що проходять, мають такий значний ефект. И в этом российском виде дронов тоже нашли детали, произведенные американскими и европейскими компаниями. Как мы уже говорили, примерно год назад российские инженеры научились делать из старых советских бомб КАБы, планирующие боеприпасы, которые отлетают далеко от места сброса и наводятся на цель при помощи спутника. Так вот, украинские ученые подобрали одну такую бомбу и проанализировали ее мозги, которые позволяют направлять ее полет. Там маркировка на микросхемах была затерта, но украинцы сопоставили мозги КАБа с маркированными элементами в шахеде и выявили, что и этим новым смертоносным российским оружием управляют американские микросхемы. Поставки этих микросхем в Россию и Беларусь США запретили еще в 2022 году, через неполных 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения. Аналогичные санкции ввели Евросоюз, Япония и Великобритания. БИС разработали общий список высокого приоритета, который включает 50 позиций, идентифицированных шестизначными кодами гармонизированной системы HS, которые Россия стремится закупить для своих программ вооружения. Кодом 854231 обозначают процессоры и контроллеры. На них возложены, например, функции управления системой. Чипы под кодом 854232 отвечают за хранение информации. Микросхемы 854233 – это усилители мощности, а те, которые обозначают кодом 854239, относятся к прочим чипам. Тем не менее, эти технологии попадают в Россию через Беларусь. Проанализировав данные из таможенных деклараций, БРЦ обнаружил поставки почти 10 тысяч микросхем на сумму свыше $3 миллиона. Мы изучили, на каких же белорусских поставщиках строятся эти поставки. Среди них оказались и те, кто не впервые попадается на продаже запрещенки.
Одна из компаний, которая поставляла России запрещенные микросхемы – ООО «Алексвит ЛТД». Ей владеет Сергей Борисюк, бывший заместитель председателя Государственного таможенного комитета. В 2015 году Борисюк уволился с госслужбы, но при этом не оставил профессию. Он входил в экспертный совет при таможенном комитете, где ранее работал, и возглавлял Белорусскую ассоциацию таможенных представителей. В 2021 он стал владельцем общества с ограниченной ответственностью «Алексвит ЛТД». За первый год, когда «Алексвит» перешел к Борисюку, фирма заработала более 200 миллионов белорусских рублей выручки. С началом войны выручка почти утроилась, а в 2023 году она была уже без малого 3/4 миллиона белорусских рублей. Но эта компания интересна не только финансовыми показателями, но и некоторыми контактами. Например, номер телефона «Алексвит ЛТД» засветился в другой цепочке компаний. ООО «Кродекс Гарант», правопреемницы фирмы «Ордозавод», которая, в свою очередь, правопреемница компании Global Custom. А эту фирму СМИ считают личным бизнесом Виктора Шеймана, ближайшего соратника Александра Лукашенко, потому что основали ее совместно тогдашняя любовница Шеймана и племянница его бывшей жены. До 2021 года Виктор Шейман возглавлял управление делами Лукашенко. Затем ушел в отставку, но продолжил принимать участие в государственных делах в статусе специальный посланник Лукашенко. Мы выяснили, что как минимум с сентября 22 по июнь 23 компания отправила в Россию более 130 микросхем всех 4 запрещенных кодов. Эти чипы были американского, финского и немецкого происхождения. Еще одна структура, которая тоже успела сделать себе имя на перевозках запрещенных товаров – ООО «Логистическая компания Восток». Фирма записана на брата спутницы по пляжному отдыху Сергея Тетерина, который находится под санкциями ЕС как человека из ближнего круга Александра Лукашенко. При поддержке киберпартизан мы обнаружили, что в январе 2021 года Тетерин написал письмо главе Гостамошкомитета, в котором попросил принять соответствующие меры в отношении логистической компании «Восток». В качестве приложения к заявлению в документе обозначены свидетельство о регистрации и устав компании. Для справки, Тетерин в 90-е был тренером Лукашенко по теннису. Позже занимал разные госпосты, связанные со спортом и туризмом. Тетерин и Лукашенко вместе колют дрова, косят траву и болеют за белорусских спортсменов на международных соревнованиях. Ранее мы уже рассказывали, как Александр Лукашенко в ответ на западные санкции запретил импортировать европейский шоколад. Какой шоколад вы спрашивали? Не услышала. Риттер Спорт. Нет, к сожалению, у нас нету его. Раньше, да, был у нас, теперь не у нас. Я понял. Хорошо, спасибо. А давно перестали? Ну да, как под санкции попало, так и перестали возить. Но наше расследование выявило, что по сути он просто убрал с рынка конкурентов логистической компании «Восток». А та спустя почти год перерыва продолжила ввозить и продавать в Беларуси запрещенный шоколад, подняв на него цену в 1,5 раза. Оптовая цена шоколадки сейчас от 4 до 5 рублей. До запрета такая была розничная цена, то есть уже с наценкой супермаркета для обычных людей. А сейчас для обычного покупателя она стоит 7,5 рублей. Нам удалось обнаружить, что логистическая компания «Восток» поставила в Россию более 1500 микросхем американского производства с декабря 22 по март 23. Логистическая компания «Восток», как выяснилось, не занимается логистикой, но может помочь с таможенной очисткой документов по покупке товара с поставкой в Беларусь и Россию. По крайней мере, именно так сказали журналистки БРЦ сотрудники компании. Таможенная очистка означает прохождение процедуры таможенного оформления. Движение обыкновенное. Вы даете нам с кем заключить контракт на покупку, импортный контракт. Подготавливаете документы товаросопроводительные. С нашей помощью проверяем, по каким ценам вы везете, проходные они или непроходные. Дальше. Мы здесь делаем таможенную очистку и реализуем вашему покупателю, точнее вам, здесь на территории Республики Беларусь, либо там на территории Российской Федерации. Все через договоры купли-продажи. В документах клиент появится в качестве покупателя только на последнем этапе, пояснили нам в компании. Импортер, точнее, или как-то продавец, да. Потом покупатель, логистическая компания «Восток», туда, куда вы звоните. Дальше на территории здесь Республики Беларусь продавцом становится логистическая компания «Восток», а покупателем
покупатель X, ваша компания, и покупатель Y, ваша компания. Таким образом, логистическая компания «Восток» в период с декабря 2022 года по март 2023 осуществила поставку в Россию свыше 1500 микросхем американского производства. При этом, как заявили представители компании, она не занимается логистическими услугами, но может содействовать в таможенном оформлении документов для закупок с поставкой в Беларусь и Россию. Продолжаем дианонить поставщиков запрещенных компонентов. Белорусская фирма ООО «Овс-Экспорт» с октября 22 по февраль 24 продала в Россию более 1200 запрещенных чипов. Кто же может скрываться за владельцами? Директор компании некая Тамара Скрипник. Ее телефонный номер на одном из деловых порталов указан как контакт главного бухгалтера фирмы Белтамашвили, где она, собственно, и работала главным бухгалтером. Белтамашвили связана с Александром Шакутиным, известным владельцем холдинга «Амкадор». Он тоже под санкциями ЕС и США, как кошелек Лукашенко. Предыдущий директор Овс-Экспорт, это та фирма, которую мы уличили в поставке чипов в Россию, совмещал эту должность с работой в структуре Шакутина. Ну и, наконец, последнее громкое имя – Александр Зайцев, бывший помощник Виктора Лукашенко, как говорится в пояснении к санкциям ЕС. Тоже под санкциями, как человек, приближенный к правящей в Беларуси семье. С ноября 2020 года по конец мая 2021 он владел фирмой ООО «Торговый дом Экспорторг», а затем передал владению Евгению Крохотину, который работал и в другой фирме, принадлежащей Зайцеву. По нашим подсчетам, Торговый дом Экспорторг поставил в Россию не менее 825 микросхем американского и европейского производства. А закупает эти микрочипы Торговый дом Экспорторг, например, в Турции. Нам удалось проследить одну поставку за февраль этого года. Поставщик – физическое лицо некий Муамер Эртурк. Поставка проходила через таможню Murat Customs Office в Стамбуле. Человек с таким же именем владеет магазином велосипедов в Стамбуле. Есть примеры схемы с использованием двойного комплекта документов. В Европе в вагон загружают машины. Он едет транзитом через Россию в Казахстан. Прибывает на пограничную станцию в Казахстане по первому комплекту документов. Получателем товара значится физлицо, но уже в Казахстане этот человек становится отправителем и делает переадресовку на Беларусь. И вагон в тот же день отправляется в Беларусь, где растамаживается по второму комплекту документов. Налицо сговор и обход санкций ЕС. Торговый дом Экспорторг, кстати, как и Алексвит ЛТД, уже опытен в перевозке санкционных товаров. В одном из предыдущих расследований мы выяснили, что компания экспортирует в Россию шины, а также занимается продажей немецкого моторного масла, техники Apple и получила сертификаты о ввозе мяса из Испании. Итак, что мы выяснили на этом этапе нашего расследования? Компании, связанные с кошельками Александра Лукашенко, находят обходные пути, чтобы доставлять в Россию микросхемы производства стран Запада и Японии, которые запретили поставлять их туда, чтобы ослабить способность России производить умные боеприпасы. Но эти фирмы не самые крупные участники схем. Главные поставщики микросхем для российской военки через Беларусь – люди, которые не были широко известны до сегодня. Вернемся к КАБам, этому российскому чудо-оружию, как его назвала украинская аналитическая группа Deep State. В России их производит государственная корпорация Ростех. У нее в России есть поставщик компания ООО «Фрегат», которая поставляет электронные компоненты и оборудование. А у «Фрегата», в свою очередь, есть связанный с ним поставщик, который проектирует эти самые системы дистанционного управления – компания Stout. Ростех под санкциями еще с 2014 года. «Фрегат» и ООО Stout попали под них примерно год назад, после расследование властей США о масштабной системе поставки американских технологий в РФ через Гонконг и Китай. Прямые поставки этим компаниям через Китай прекратились. Но, как выявило расследование БРЦ, поставщик Ростеха продолжил завозить микрочипы в РФ следующими способами. Во-первых, через другие компании в РФ, которые продолжили закупки микрочипов через Китай. Схему связи импортеров с теми, что раньше попали под санкции, кому интересно, можно рассмотреть, поставив это видео на паузу. Но вскоре США ввели санкции против китайского посредника, через которого шли в том числе западные чипы. И этот канал, похоже, усох. А во-вторых, компания Stout, которая сотрудничает с поставщиком Ростеха, закупает микрочипы через Беларусь.
Минск под теми же санкциями, что и Россия в плане микросхем, поэтому белорусские компании не могут закупать микрочипы напрямую. Эксперты на рынке логистики выделяют 3 основных инструмента: поставки через третьи страны, косвенный экспорт и прерванный транзит. Первое мы уже показывали на примере Турции. Это когда микросхемы западного производства поставляются сначала в страну, которая не вводила санкции против Беларуси и РФ, и затем поступает в запрещенные страны. 2 другие схемы более изощренные. Одна из них – косвенный экспорт. Когда, например, казахстанская компания заказывает продукцию себе, но конечный покупатель находится в Беларуси. И, наконец, прерванный транзит. Это когда подсанкционный товар заезжает в Беларусь якобы с целью следования, например, во Вьетнам, но на самом деле остается в Беларуси. Но зачем России усложнять процесс обхода санкций, доставляя грузы сначала в Беларусь? Источник на рынке объясняет, что это выгодно логистически, когда запрещенные товары идут из ЕС. По статистике Евростата мы видим, что с начала войны сильно подросли поставки санкционных чипов в адрес Казахстана, Армении и Кыргызстана. А в 2023 году увеличился экспорт микросхем в Турцию, Тайвань и Индию. Итак, возвращаемся к подрядчику Ростеха, вооружающего российскую армию. Из Беларуси западные микросхемы его контрагенту поставляет фирма ООО «Первый континент», созданная через 2 месяца после начала полномасштабной войны. Владелец компании Илья Николаевич Тарасюк. Всю свою карьеру он проработал на предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси, в частности ОАО «Пелинг» или НПОО ОКБ ТСП, которые занимаются в том числе производством электроники для военной техники. Но после начала полномасштабной войны Тарасюк решил основать собственный бизнес. Идем дальше по белорусским поставщикам микросхем для российского военпрома. Знакомьтесь, Дмитрий Савашинский. Биография вроде непримечательная. Приехал в Минск из Столина, работал электрогазосварщиком, преподавал в ПТУ и, наконец, дослужился до заместителя директора по воспитательной работе в техническом колледже. Очевидно, в электронике Савашинский понимал. В 2017 году Савашинский основал 2 компании, которые занялись бизнесом, связанным с его профильной электроникой, а именно импортом микрочипов. Одну фирму, которую он, не усложняя, так и назвал ООО «Чип Импорт», Дмитрий основал в Беларуси, вторую в России и назвал ее ООО «Балтэлектрон». Вот эта вторая российская, Балтэлектрон, сейчас под санкциями США как поставщик микрочипов для российского ВПК. Один из поставщиков Балтэлектрона, которого мы нашли, а американские санкционные органы пропустили, это казахстанская логистическая компания TOO ICS Logistics, которая в июне 2022 года поставила ему более 5000 американских микросхем. Но главный для нас элемент цепочки, который избежал санкций, белорусская компания ООО «Чип Экспресс», которую основал бывший партнер Савашинского по его раннему бизнесу в Беларуси. Эта фирма продолжала снабжать Балтэлектрон до марта 2023 года. Затем ее место заняла еще одна белорусская ООО «Электросейл». С апреля 2024-го эта компания полностью принадлежит Евгению Криволапову, действующему единоличному владельцу «Чип Экспресс», который сейчас находится в процессе ликвидации. Среди поставок к Балтэлекtroну из Беларуси мы нашли микрочипы, которые в точности совпадают с теми, которые используются в истребителе Су-35С. Он охраняет от ракет бомбардировщики, которые бомбят Украину. Также чипы, которые мы нашли в поставках, управляют самолетами Су-57, которые Минобороны РФ называют самой современной крылатой машиной российской армии. И, наконец, чипы, которые мы идентифицировали, используются в дронах «Шахед» и крылатых ракетах «Калибр», которые Минобороны Украины считают одними из самых опасных российских ракет. И последний на сегодня поставщик смертоносной электроники – белорусская компания ООО «СД Электро». Она продала в Россию микросхемы, которые Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ГУР, и независимая антикоррупционная комиссия называют компонентами 3 важных элементов российской авиации. Во-первых, Су-34 – это российские бомбардировщики, которые бомбят Украину с воздуха. Су-30СМ, который вместе с Су-35С в августе нанес удар по позициям ВСУ в Курской области. И, наконец, беспилотник «Орион». В отличие от «Шахедов», этот российский дрон типа не камикадзе, а ударный, то есть пускает ракеты, как известный «Байрактар». Запрещенные американские компоненты для этих 3 машин в Беларуси купила российская компания ООО «Гринчип».
А среди клиентов Green Chip АО «Научно-промышленная компания Высокие технологии и стратегические системы» или НПК ВТ и СС. Ее через цепочку компаний контролирует семья российского олигарха Владимира Евтушенкова. В Беларуси мы его знаем как одного из бенефициаров местного оператора МТС, а украинские СМИ называли его королем российской оборонки. Владелец НПК ВТ и СС К-технологии пишет о себе как о единственной частной оборонной компании в России. БРЦ связался с компанией Green Chip под видом покупателя. У нас все под заказ на складе, вряд ли есть. Там есть какой-то минимум на складе, но не знаю, будет ли это ваша позиция. Любой производитель, Америка, Германия, Малайзия, Тайвань. Давайте я ваш телефон запишу и передам, они с вами свяжутся. Перезвонили нам уже с белорусского номера. Вы набирали на компанию Green Chip по поводу микросхем. Такой вид товара, это, конечно же, идет под заказ. Если они есть на стоках, то это 6-10 недель поставка сюда, если от момента заказа. А если под производство, какие-то там сложные компоненты, то сначала, то есть срок производства, допустим, там 12-15 недель, и плюс-минус еще там 2-3 недели на доставку. По словам представителя компании, сроки поставки не зависят от того, какого производства будут микросхемы. В принципе, особо не зависит, потому что, скажем так, из той же Америки до Гонконга, то есть недолго им лететь. То есть там неделя-полторы, да. У нас, в зависимости от того, что вас интересует, у нас партнеры есть в Гонконге, то есть азиатская, да, от которой поставщик. И в Европе тоже есть компания, которая там, скажем так, консолидирует склад европейский, и потом сюда товар приезжает. То есть два пути, либо через Европу, либо через Азию. Просто вышлите запрос с перечислением того, что вам нужно, какое количество, и все. А дальше уже дело техники. В конце разговора всплыла еще одна интересная деталь. Компания наша здесь в Минске называется SD Электро. Оказалось, что у Green Chip в Беларуси есть не просто какая-то местная компания, а одна из тех, которые мы уже упоминали в контексте поставок смертоносной электроники. БРЦ обнаружил среди иностранных отправителей грузов Green Chip в 23-24 годах только одну компанию, которая зарегистрирована в Гонконге. Это Dawkin Technology Company Limited. В 2023 году Dawkin Technology поставил Green Chip почти 144 тысячи микросхем, а в январе 2024 как минимум 2400 микросхем. Страной происхождения большинства продукции указан Китай. В 2024 году это были товары международных брендов Analog Devices Inc., Microchip Technology Incorporated и Mini Circuits. Штаб-квартиры этих производителей расположены в США, но у всех у них есть представительство в Китае. А у Mini Circuits и Microchip Technology в Китае есть и производство. Среди брендов 2023 года также фигурировали Analog Devices и Microchip, а еще, например, Intel, Texas Instruments, ST Microelectronics, Xilinx. Итак, что мы выяснили в результате нашего расследования? Российские самолеты, ракеты, дроны и умные бомбы снабжаются западными мозгами, в том числе через Беларусь. Зарабатывают на этом, как и на многих других серых схемах в Беларуси, компании, связанные с людьми, которых страны Запада называют кошельками Александра Лукашенко, такие как Виктор Шейман, Александр Зайцев, Сергей Тетерин и Александр Шакутин. Из стратегических поставщиков один связан с предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси. Также есть малоизвестный узкопрофильный бизнесмен со связями непосредственно в российском военпроме. Что же на это власти України? Якщо є випадки, які прослідковуються по відповідних базах даних та іншому таких поставок, значить вони мають місце, значить хтось недопрацьовується, хтось, в тому числі Європейський Союз, де недостатньо працюють і виробники, і митні органи експортні контролю. Оце проблема. А будь-які поставки західної мікроелектроніки до Росії – це, власне, те, що, як сказати, відрізняє або робить спроможними їхні ракети і дрони.
На момент записи этого видео в Украине была 1361-я по счету воздушная тревога после полномасштабного вторжения. По данным ООН, на октябрь этого года в результате полномасштабного вторжения России в Украину убито 11 973 гражданских украинцев, которые не участвовали в боях. Среди них 622 ребенка. Российское издание 7 на 7 насчитало 368 мирных россиян, которые погибли от боевых действий на территории РФ.